Приветствую. Сегодня у меня небольшой обзор таких вот микро-мультитулов или микро-прайбар. Не знаю, как еще назвать. С одним хожу достаточно длительное время. Вот пока что, по крайней мере, Gerber Sharp. У меня такой, можно сказать, фаворит. Но с остальными тоже пользуюсь. Вот этот недавно заказал, ко мне пришел. Такая просто интересная форма. Понравился. Ну, еще не использовал. А эти два достаточно постоянно в работе. То есть много какие-то вещи по дому, например, те же самые орешки, которые не открываются, полускать. Очень получается удобно. То есть дома ими пользуюсь. А так, в общем, очень классная вещь. Советую использовать, потому что весит очень немного. Давайте взвесим каждый из них, чтобы понимать вообще, о каком весе речь. Так, вот, например, Sharp 25 грамм. Вот такая форма вообще 11 грамм. Этот потяжелее, наверное. Да, 18 грамм. И вот этот новенький такой брусочек 21 грамм. Практически незаменимая вещь, если у вас с собой такая штучка есть, для многих-многих вещей. Например, этим часто уже пользовался, то есть какие-то скрепочки снять, например, есть какая-то упаковка, разорвать спокойно можно. Бывает ситуация, когда есть, например, вот такая упаковка, и неудобно, или когтей нету, открыть неудобно, очень удобно вот таким вот образом сбоку раз, и, соответственно, открыть. Очень классно. Или там есть какая-то упаковка, которую надо разорвать. Можно спокойно зацепиться той или другой частью и, соответственно, разорвать, скотч оторвать и так далее, и так далее. Действительно, очень много применений, когда вот такой вот брелок у вас висит на ключах. Очень удобная вещь. Значит, такой у меня маленький обзорик. У меня два вида таких брелков. Можно сказать, вот такие два есть, которые многофункциональные. Как, например, тот же самый Gerber Sharp, у которого есть плоские два вида отверток. То есть подлиннее, покороче. Есть открывашка для бутылок. Есть Philips отвертка крестовая. Удобно, классно и так далее. И что еще хорошо, вот, например, есть определенные требования при полете в самолетах. TSA, по-моему, называется, или что-то вроде этого. Так вот, Gerber Sharp спокойно проходит под эти требования, я могу его спокойно брать на борт самолета. Уже летал, никаких вопросов не было. Этот похоже очень, что точно так же не будет никаких проблем. Тоже видим такой мультитул, типа плоская отвертка, заодно что-то поддеть. Есть несколько ключей, какая-то пятерка, шестерка, есть открывашка. Выполнено все классно, нигде ничего не царапается, что вот мне очень нравится вот в этих вот мультитулах. Это третий такой интересная форма, мне он понравился. Он немножко другой, максимально простой. Ну, тут тоже видим, есть две отвертки. Более узкая, более широкая, плоская. И все. Но он такой выглядит помощнее, поинтереснее. То есть что-то действительно можно такое серьезное, не знаю, даже плоскогубцами взять, куда-то подлезть. Что-то достать и выковырнуть. Гвоздик какой-то достать. Вообще классно. И вот этот последний мне понравился из-за его формы. Такой вот интересный брусок. Максимально простой, то есть даже никаких разделений на два вида отвертки нету. Заказал его. Единственное, что мне вот в нем не понравилось, у него не обработанные края. Очень все острое. Сейчас вместе с вами мы быстренько его и доработаем. Потому что все остальные, даже этот, нигде ничего не цепляется, нету ничего очень острого. То есть, я думаю, вот эти все три спокойно я могу взять на борт самолета. А вот с этим слишком острый, я думаю, не пропустит. Но будем дорабатывать. Есть у меня вот такой вот мини-гриндер, ручной гриндер. И сейчас попытаемся его быстро доработать. Так, как бы его использовать, чтобы было удобно? Наверное, как-то так. Вот.
смотрится уже намного лучше. По крайней мере, остался достаточно в меру остренький кончик, а все остальные грани уже не такие острые. Так что пару минуточек и все что угодно можно доработать. Но остался достаточно интересный тем, что такой остренький клиночек типа. Так, это убираем. Так, вот все и закончилось. Так что, если кто не обращал внимания на такие вот мультитулы, микро-прайбары, рекомендую посмотреть себе в виде брелка для ключей. Очень неплохая вещь. Если понравилось видео, ставьте лайки. Если есть вопросы, задавайте в комментариях или добавляйте комментарии. Просто так, если у вас есть желание. Подписывайтесь на канал и всем удачи!